Андрей застыл в прихожей, услышав из спальни приглушенные голоса. Несколько секунд он не решался войти, а затем открыл дверь и увидел жену с незнакомым мужчиной. Однако сильнее предательства его мучила другая мысль. Где теперь его кошка Луна? Несколько недель назад супруга поставила условие. Либо животное исчезнет из дома, либо о семье и детях можно забыть. Андрей поддался давлению, отвез любимицу далеко за город и оставил возле дороги. Теперь он выгнал обоих предателей, подал на развод и впервые осознал, что сам поступил гораздо хуже. Несколько дней мужчина почти не выходил из квартиры, а потом начал ездить по тому району, где бросил Луну. Он расспрашивал местных жителей, расклеивал объявления и часами бродил вдоль обочины, но никаких следов кошки не находил. Андрей вспоминал, как забрал ее маленьким котенком, лечил, кормил из бутылочки и радовался, когда она впервые уснула у него на груди. Теперь же ему казалось, что он собственными руками предал единственное существо, которое никогда его не обманывало. Тем временем Луна все-таки выжила. Во время сильного дождя ее заметила молодая женщина по имени Виктория. Белая промокшая кошка металась возле остановившихся машин и едва не попала под колеса. Девушка открыла дверь, позвала ее и удивилась, когда незнакомое животное сразу прыгнуло в салон. Виктория отвезла кошку в свой дом в поселке Сосновый, накормила теплой едой и устроила ей место возле печи. Она назвала новую питомицу «Искрой», потому что в ее грустных глазах все еще теплилась надежда. Прошло несколько месяцев. Андрей выглядел настолько измученным, что начальник отправил его в отпуск и предложил пожить на даче неподалеку от Соснового. Однажды утром Виктория вышла с Искрой на прогулку. Кошка сидела у нее на руках, но внезапно напряглась, увидев мужчину, шедшего по туманной дороге. Она вырвалась, спрыгнула на землю и бросилась вперед. Андрей сразу узнал Луну. Он опустился на колени, прижал ее к себе и заплакал, повторяя, что больше никогда не предаст. Виктория выслушала его историю и не сразу согласилась вернуть питомицу. Только убедившись, что мужчина действительно раскаялся, она позволила Луне самой сделать выбор. Кошка подошла к Андрею, лизнула его руку, а затем вернулась к Виктории. В итоге они решили заботиться о ней вместе. Постепенно общение переросло в любовь, а через год у них родилась дочь. Луна осталась в новом доме и каждый вечер укладывалась возле детской кроватки, словно охраняя семью, которая появилась благодаря ее удивительному возвращению.